Итак, всем привет! Сейчас хотел бы снять пояснительное видео по моду проекта имитации ранений или проще ПИР. Значит, итак, начнем, пожалуй, с наглядной демонстрации того, как все эти ранения у нас выглядят, да, что они из себя представляют и как все это работает. Да, то есть мы видим, что от ванильной армы это отличается очень сильно. У нас юниты реагируют на попадание, теряют сознание. Вот. Могут в раненом состоянии отползать и прочие моменты. Значит, сейчас мы поговорим о всем этом подробнее, как это работает и, соответственно, как этим пользоваться. Значит, сейчас мы с карты уберем все лишнее и начнем демонстрацию. Значит, итак, начнем мы, пожалуй, с первого типа ранения. Это потеря сознания. То есть я сейчас здесь в окне отладки, да, ввожу код так, чтобы показать вам все по отдельности, да, потому что в моде есть большая вариативность, и, соответственно, при одном и том же попадании могут быть абсолютно разные реакции, да, чтобы сейчас не тратить на это время, я все ввожу через код. Итак, значит, первый тип ранения – это потеря сознания. Значит, юнит у нас падает и остается лежать, корчась в анимациях. То есть выглядит это следующим образом. Соответственно, вот это состояние юнита является конечным для любого типа ранений. То есть рано или поздно юнит попадает в это состояние, если ему не оказана помощь. Значит, в этом состоянии у юнита идет кровопотеря, и он может умереть. Значит, соответственно, мы можем подойти и оказать ему помощь через действие. То есть выглядит это вот таким образом. Значит, обращаю внимание, что кнопку действия при этом надо удерживать. То есть не просто нажать «Отпустить», а держим. Потому что у некоторых людей с этим почему-то возникают проблемы. Значит, итак, немножко сразу поговорим о процессе лечения. Значит, если мы сейчас бросим, да, лечение, вот наш прогресс, он сохранится. То есть мы отпускаем, бросаем, подходим еще раз и нажимаем лечение. Оно продолжится с того же момента, на котором остановилось. Значит, вот этот момент, он опциональный. То есть в опциях, да, которые находятся в общих настройках ЦБА, то есть мы заходим в настройки, настройки дополнений. Значит, выбираем вот здесь в дополнениях проект имитации ранений. И, соответственно, здесь мы можем найти пункт, вот этот, сохранять прогресс лечения. То есть, соответственно, если мы его уберем, да, то у нас лечение будет сбрасываться каждый раз и начинаться по новой. И, соответственно, надо будет держать и не отпускать его. Значит, ну, сейчас это можно будет продемонстрировать. Значит, мы берем, убираем прогресс лечения, но, скорее всего, придется нам... нет, даже так работает. То есть, видите, у нас лечение пошло уже по новой. Сейчас. И вот мы сейчас наберем там 3 деления и попробуем сбросить этот момент. Да, то есть отпускаем. Значит, все, у нас лечение не идет. Значит, следующий момент. Да, и вот мы видим, что сейчас у нас юнит от кровопотери уже умер. Значит, следующий момент. Значит, также в лечении у нас есть пункт, да, который отвечает за количество игроков, необходимых для лечения. Даже не пункта, целых 3 пункта, которые за это отвечают. Значит, сейчас мы поставим, например, что нам требуется минимум 2 игрока для лечения. То есть, чтобы вылечить одного юнита, нам потребуется 2 игрока. Вот, сразу, да, поясню, что в принципе все типы ранений, они распространяются абсолютно одинаково, что на игрока, что на ИИ. Вот, за некоторым исключением, да, вот, например, вот это коллективное лечение, его могут осуществлять только игроки. Если помощь будет оказывать ИИ, то, соответственно, он всегда это будет делать в одиночку. Значит, итак, давайте снова раним нашего юнита.
и посмотрим, как сейчас у нас будет выглядеть лечение. Точнее, попытка лечения. Итак, все, у нас юнит снова ранен. Значит, и да, хочу обратить внимание, что вот эти анимации, они будут зависеть от той части тела, в которую вы попадете. Просто сейчас у нас прописано ранение в голову, поэтому оно выглядит однотипно каждый раз. Итак, значит, мы подходим, нажимаем лечение. Да, и мы видим, что у нас иконка меняется, теперь отображен человечек, да, и с единицей рядом. Это означает, что нам нужен еще один юнит для лечения. То есть сейчас мы ему помощь оказать не можем. У нас прогресс не будет идти. Вот, но пока мы так удерживаем юнита, он не умрет от кровопотери. То есть если мы его держим, он от кровопотери не умрет. Вот, так что это тоже иногда имеет смысл держать его, несмотря на то, что лечение у нас не идет. Значит, также мы видим, что игрок сейчас отображает анимацию руки, да, который показывает, что ему нужен еще человек для лечения. То есть у нас может быть несколько разных анимаций, да, которые показывают, что нужен еще один игрок. То есть выглядят они вот так. Да, чтобы игрок, который находится рядом, со стороны увидел, что требуется помощь еще одного человека. Вот. Ну, смысл, я думаю, понятен. Значит, итак, в лечении, да, у нас задействуются перевязочные пакеты и аптечки, соответственно. Значит, как все это работает, для чего это нужно? По перевязочным пакетам и аптечкам они заменяют собой стандартные. То есть, если вы запустите в любой стандартной миссии, стандартные средства оказания помощи заменятся на средства помощи из мода автоматически. Также, да, мы можем в настройках вот в этих пунктах вписать какие-то нестандартные, да, моменты. То есть, например, сейчас у нас вышли там разные сторонние DLC, да, где используются свои аптечки. Соответственно, мы можем сюда довписать перевязочные из этих модов, аптечки из этих модов, и они у нас также будут меняться на необходимые для работы в пире. Также мы можем выдать дополнительные перевязочные пакеты, независимо от того, есть у юнита изначально какие-то там средства лечения или нет. Значит, итак, значит, у нас есть перевязочник, да, как я уже сказал, есть аптечки. Чем это отличается друг от друга? Значит, перевязочный пакет у нас расходуется при лечении, аптечка у нас не расходуется. То есть ей можно пользоваться бесконечное количество раз. Значит, чтобы пользоваться большой аптечкой, никакие специальные возможности не нужны, то есть ей может пользоваться любой юнит, если она у него есть. Значит, но аптечка у нас может размещаться только в рюкзаке, то есть она не может быть размещена там в разгрузочном жилете, либо в форме. Соответственно, перевязочники мы можем засовывать куда угодно. Значит, по степени расхода. Значит, если у раненого есть перевязочный пакет, то в первую очередь расходуется он. Если у раненого перевязочного пакета нет, то он расходуется у того игрока, который первый начал участвовать в его лечении. Значит, следующий момент. По разнице, да, между перевязочными и аптечкой. Значит, при стандартном, при стандартных настройках мода лечат они абсолютно одинаково. Но если мы включим вот этот пункт меню, который отвечает у нас за расширенную систему лечения, точнее говоря, мы его выключим, да, чтобы у нас ППИ полностью восстанавливал здоровье. Значит, думаю, все знают, что ППИ это пакет перевязочный и индивидуальный. Значит, итак, если мы этот пункт убираем, соответственно, мелким перевязочным пакетом, да, то есть вот этим вот, мы можем только остановить кровотечение, либо оказать юниту помощь, то есть поднять его. Но, чтобы восстановить полностью здоровье, нам обязательно потребуется именно большая аптечка. Значит, итак, теперь я покажу, как выглядит ранение на игроке. Значит, и объясню наглядно.
как все это понимать. Значит, итак, вот у нас включилось сейчас ранение. Да, то есть у нас на экране отображается кровь, значок лечения и, соответственно, условно назовем это, да, моргающий глаз. Значит, если вот сейчас у нас включена расширенная система, мы уберем большую аптечку из инвентаря и нажмем лечение. Мы видим, что у нас с экрана пропала кровь, то есть у нас сейчас нет кровотечения. И остались только красные моргающие полосы на экране. То есть, соответственно, здоровье у нас сейчас не полное, но от кровопотери мы не умрем и сознание не потеряем. Да? То есть, опять же, мы от кровопотери, чтобы было понятно, можем потерять сознание. То есть, если мы не перевязываемся, не оказываем себе никакую помощь, мы сначала потеряем сознание, потом умрем, да, со временем. То есть, вот как у нас сейчас лежит юнит, корчится, да, так же будем и мы. Значит, соответственно, если у нас есть большая аптечка, да, вот сейчас мы ее взяли, она у нас появилась в инвентаре, и мы нажмем лечение, соответственно, мы вылечимся полностью. То есть сейчас у нас здоровье восстанавливается, и все у нас хорошо. Значит, следующий момент. Когда у нас начинается кровотечение, у нас увеличивается раскачивание оружия, существенно увеличивается. Увеличивается отдача у оружия. То есть чем у нас сильнее степень ранения, тем у нас отдача и раскачивание оружия больше. Значит, как ориентироваться вообще по кровопотере и прочему? То есть если мы начинаем уже хромать, как сейчас, это значит, что относительно скоро мы сознание потеряем и стоит оказать себе помощь. И как следующий индикатор, это ширина раскрывающегося глаза. То есть чем он уже, тем меньше наше здоровье. И он постепенно у нас будет сужаться, пока мы сознание не потеряем. Вот. То есть на это можно ориентироваться, да, то есть именно по ширине раскрывающегося глаза. Оно отображает наше здоровье, как я уже говорил. Значит, соответственно, вот сейчас у нас есть аптечка, и если мы ее применим, да, у нас все вылечится сразу и полностью. То есть не будет вот этой промежуточной фазы, когда у нас кровотечения нет, но здоровье еще не полное. Значит, по этим моментам у нас есть, да, все вот эти пункты в меню, то есть у нас они есть как для игрока, так и для ИИ, то есть можно это индивидуально включать, отключать там и прочее. Значит, далее, вот здесь у нас есть опять же в настройках время кровопотери минимальное, максимальное, то же самое по лечению и по самоубийству. Что такое самоубийство, я покажу чуть-чуть попозже. Значит, также у нас есть пункт тремор оружия, который, соответственно, увеличивает либо уменьшает раскачку оружия и отдачу, в зависимости от степени ранения. То есть здесь мы это все можем настроить, как нам удобно. Значит, также есть пункт коэффициент степени ранения. В принципе, в меню все пункты, если на них навести мышку, расписаны и достаточно подробно. Но сейчас поясню. То есть, если мы выставляем вот эту галочку, да, то вот эти значения у нас не являются конечными. То есть, допустим, при попадании в голову коэффициент кровопотери, он может быть меньше, чем 82, да, время. То есть, у нас может быть и 30 секунд. И, соответственно, при попадании там какую-нибудь, не знаю, там мизинец ноги, у нас оно может быть больше, чем 791. И если мы эту галочку, соответственно, убираем, то ни при каких раскладах у нас время не может быть меньше там 82 и 791 в данном случае. Так, значит, теперь покажем, как выглядит у нас состояние потери сознания у игрока. То есть вот мы сознание потеряли. У нас появляется индикатор в центре экрана с обратным отсчетом. То есть здесь у нас деления будут убывать постепенно, и, соответственно, когда они дойдут до конца, мы умрем. То есть если за это время нам помощь не окажут, мы умрем. Значит, если в этот момент, да, мы нажмем кнопку действия сейчас и будем ее держать, у нас иконка изменится и пойдет быстрое убывание шкалы. То есть в конечном итоге мы опять же умрем, да, то есть это и есть, соответственно, самоубийство.
Значит, далее, по функционалу. Значит, сейчас мы раним нашего ИИ. Вот мы видим, да, у нас еще есть реакция с слетанием шлема, но опять же о ней чуть попозже. Значит, мы его ранили, подходим к нему, у нас появляется, да, функция лечения. Но если мы крутанем колесо, мы видим, что у нас есть переключение различных действий. Значит, действие с рукой — это перетаскивание, то есть мы можем взять его и оттащить куда нам нужно. Соответственно, пока мы удерживаем кнопку движения назад, мы его тащим. Как только мы кнопку движения назад отпускаем, мы перестаем его тащить. Соответственно, работает оно вот таким образом. Ничего сложного, да, то есть это действие можно повторять сколько угодно раз. Вот, после чего мы уже можем оказать ему помощь. Ну и в данном случае, да, нам опять же требуется один игрок. И вот эта вот цифра единица, она может быть разной в зависимости от того, да, сколько игроков нам требуется для лечения, что у нас выставляется в опциях, собственно. Итак, поехали дальше. Значит, следующий тип ранения у нас будет выглядеть вот так. Значит, у нас юнит также падает. Вот, после чего начинает отползать. Значит, какова здесь механика? Во-первых, мы можем подойти к нему и остановить его, да, у нас появится действие, после чего он перейдет уже в следующую степень ранения. Тут опять же все вариативно, он может либо вообще подняться на ноги, либо потерять сознание, вот как сейчас. Значит, итак, механика здесь следующая. Когда юнит получает ранение, либо игрок, это не важно, значит, нужно либо выждать определенное время, либо отползти на определенный радиус. Это все также у нас находится в опциях, то есть там выведен коэффициент. Вот здесь у нас есть. Нет, вру, чуть-чуть ниже. Значит, это коэффициенты после потери оружия. Вот у нас коэффициенты отползания. То есть минимальный и максимальный. Соответственно, он у нас влияет и на дистанцию отползания, и на время, которое нужно затратить для восстановления. Либо для перехода, опять же, да, в следующее состояние. Также тут есть вариант того, что у нас, соответственно, либо юнит, либо игрок умрет, да, после переползания. Но если вы его остановите, как вот я сейчас останавливал во время движения, он точно не умрет. Значит, итак, теперь мы покажем то же самое на игроке, как у нас это выглядит. Итак, вот мы падаем. Значит, переворачиваемся. После чего у нас в центре экрана появляется иконка с ползущим человеком. Это значит, что мы можем отползти на определенную дистанцию. Если мы нажмем действие, у нас юнит издаст крик, да, и у нас будет надпись пояснительная, что надо ползти. Соответственно, вот сейчас мы отползем на определенный радиус, да, вот мы отползли, и вот мы, соответственно, умерли, да, то есть нам не повезло, мы перешли в состояние смерти. Но вариативность, опять же, тут большая по переходам в следующее состояние. Значит, итак, следующий момент — это выбивание оружия. Значит, выглядит оно следующим образом, да, то есть выбивается оружие из рук, юнит входит в состояние паники и убегает. Значит, в случае с ИИ, когда он выйдет из этого состояния, да, вот как сейчас, у него снова появится оружие в руках. Это обусловлено тем, что в армии ИИ не очень умный, как бы, и сделать возвращение его к оружию, чтобы он пытался его взять, это, ну, в общем, я пытался, получилось не очень.
Поэтому от этой идеи отказался и решил просто ей возвращать оружие. Значит, в случае же с игроком, у игрока оружие не восстанавливается, ему придется идти искать и подбирать это оружие свое, да, либо искать какое-то другое. Значит, чтобы у нас вот этот эффект был именно в момент самих ранений, нужно попасть в область рук, да, то есть только по рукам. Естественно, там опять же, да, у нас в определенном проценте случаев это произойдет, в определенном нет. Значит, также возвращаемся в настройки и смотрим, вот здесь в конце последний раздел у нас идет с коэффициентами. И вот мы, например, переходим к рукам, и у нас есть выбивание оружия для игрока, да, то есть у нас вероятность, ну, грубо говоря, 20%. То есть у нас тут идет от 0 до 10 шкала. То есть 20% того, что при попадании в руки у нас оружие выпадет. Ну, соответственно, да, естественно, там в зависимости от части руки, там, например, кисть, вероятность будет выше в любом случае, там, предплечье, она будет ниже, в плечо еще ниже. Вот, то есть вот этот коэффициент, он влияет, соответственно, на руки в целом. Вот, но вероятность при попадании в кисть будет наибольшая. То есть, и, соответственно, по всем остальным ранениям, да, мы здесь можем отрегулировать то, как нам удобно, как нам комфортно играть. Значит, также, да, еще один момент забыл показать. В опциях мы можем вообще вот здесь в эффектах, да, отключить выбивание оружия, если вам это не нравится. Значит, ну понятно, да, сейчас мы покажем, как это выглядит для игрока. То есть вот у нас оружие выбили, мы впадаем в панику и опять же отбегаем на определенное расстояние. То есть, соответственно, если у нас еще здоровья остается достаточно, и мы отбегаем на радиус, то у нас появится возможность лечения, вот как сейчас, и мы, соответственно, сможем, да, восстановиться. Вот, если же за момент, пока мы будем отбегать, у нас кровопотеря будет сильная, то мы потеряем сознание по выходу из этого состояния. Вот. Значит, итак, давайте перезапустим. И перейдем к следующему состоянию. Итак, здесь у нас и изгибается, и корчится от боли. Значит, состояние это короткое, после чего он у нас переходит либо в потерю сознания, либо в переползание, либо встает. То есть, соответственно, это состояние переходное и достаточно кратковременное. Соответственно, точно так же оно работает у нас и на игроке. Да, давайте посмотрим. То есть вот у нас игрок, он также согнется, будет корчиться, после чего перейдет в какое-то другое состояние. То есть, ну вот в данном случае мы смогли подняться, да, и далее окажем себе помощь. Ну, с этим все понятно, все достаточно просто. Значит, переходим к следующему типу ранений. И если мне не изменяет память, это у нас сейчас будет сбивание шлема с головы. Итак. Извиняюсь, должно это выглядеть у нас вот так. Да, то есть при попадании у нас отлетает шлем и ночник, если он есть. Если ночника нет, соответственно, только шлем. Значит, срабатывает это, естественно, только при попадании в голову, ну, либо при разрыве гранаты. Вот. Ну, выглядит следующим образом. И, соответственно, дальше у нас юнит будет валяться также без сознания. Значит, следующие нюансы. При попадании, да, у нас юниты начинают кричать, но при попадании в голову юнит упадет молча. То есть и потом уже может кричать, только находясь на земле. Но в момент самого попадания крика не будет. Вот. Если вы там вдруг играете в какие-то миссии со стелсом, это можно учитывать. Ну, естественно, да, там против игроков. Значит, вот, в принципе, все состояния по ранениям, да, которые я сделал в своем моде. За исключением одного. Сейчас я покажу его вам наглядно. Это кратковременное состояние, 3-секундное, да, когда у нас юнит впадает в анимацию. То есть кратковременная анимация корчения, дальше юнит продолжает свою
активную деятельность. То есть сейчас мы покажем уже просто со стрельбой наглядно. То есть вот у нас прошла анимация ранения, а дальше юнит, соответственно, ведет себя спокойно. В зависимости от части тела, да, у нас анимации будут меняться. Вот. То есть это также одна из вариаций ранений. Значит, тут есть нюансы. Если, значит, мы юнита подранили, он у нас корчится, и в момент того, как он находится в анимации, мы попадем в него второй раз, он у нас потеряет сознание. Вот. Но, чтобы у нас, допустим, при очереди на автоогне юнит сразу не падал, а мы могли видеть анимации, там стоит задержка. Задержка в 0,8 секунды в данном случае. Вот. Но, опять же, ее можно поменять в опциях. Значит, находится она у нас... Ох, сейчас найти бы ее еще. Вот она, задержка на повторное ранение. То есть мы ее можем поменять, соответственно, задержка изменится. Итак, значит, следующий тип, который я еще не показал, это не ранение, но это контузия. Значит, как это у нас выглядит? Допустим, мы берем сейчас и закидываем сюда в здание гранату. Вот только незадача, у нас у медика нет гранат. Сейчас мы поменяем себе юнит. И наглядно покажем. Так, ну нужен нам, например, стрелок. Так, и давайте подвинем нашего юнита сюда. Даже можем, в принципе, выставить их несколько. Для наглядной демонстрации. Итак, значит, сейчас мы берем и закидываем гранату, да. То есть юниты у нас в укрытии от гранаты находятся и, соответственно, реагируют на близкий разрыв. То есть здесь также разные анимации заложены. И, соответственно, юниты, да, у нас будут реагировать при близком взрыве. Значит, покажем еще раз этот момент. Вот сейчас у нас сработало и на игроке, да, то есть у игрока у нас есть эффект контузии, то есть звук, визуализация и сама анимация. То есть со стороны на игроке точно так же будет срабатывать, как и у ИИ. Значит, еще один момент, да, все вот эти вот визуальные эффекты, мы можем настраивать их прозрачность. То есть, например, сейчас мы возьмем, включим ранение для игрока. Например, да, вот у нас эффект крови на экране. То есть, если мы сейчас зайдем в наши настройки и найдем пункт, значит, пункт прозрачности эффектов, да, вот они эффекты у нас, есть отдельно контузия, есть эффекты. Соответственно, мы, например, выставим на максимум, да, на 10 и посмотрим сейчас, как изменятся у нас эффекты. То есть мы видим, что оно стало еще насыщеннее, еще темнее. Вот, то есть у нас вообще практически ничего не видно. Также мы можем выставить, например, сейчас на минимум, и оно станет все более прозрачным. Сразу оговорюсь, да, что полностью эффекты отключить нельзя. То есть они в любом случае останутся, но будут более прозрачны, вот как сейчас. То есть обзору практически не мешают. То же самое с контузией, да, наглядно показывать не буду, думаю, так это все понятно. Давайте вернем там в исходное, как у нас было. Значит, ну, пускай останется так. Значит, следующий момент. У нас есть пункт с иконками, да, то есть мы можем его включить сейчас. И в таком случае у нас над ранеными будут показываться иконки. Вот. И сейчас еще один момент, да, вот у нас только что был, не успел чуть-чуть показать стандартный пакет, и вот он заменился на перевязочный пакет из пира. Значит, итак, давайте раним их. И сейчас мы увидим, что над раненым у нас появилась иконка. Значит, опять же, размер этих иконок, прозрачность и дистанцию отрисовки мы можем настраивать в меню. Вот здесь. То есть, соответственно, дистанция у нас сейчас 40 метров, прозрачность там 0,4, размер 1,2.
Ну, мы, соответственно, можем там, я не знаю, выставить на 3. И у нас, соответственно, иконка будет больше. Вот. Давайте ее вернем в исходное состояние сейчас. Итак, теперь немножко о искусственном интеллекте, как он со всем этим взаимодействует и прочее. Вот сейчас мы видим, да, что напарник оказывает ему помощь, то есть он его оттаскивает, он еще поставил дым. Вот, и после того, как он его оттащит, он окажет ему помощь. Значит, соответственно, вот эта опция дыма, она у нас есть в меню, то есть можно ее отключить. Находится она у нас вот здесь в эффектах. Включить дымы, либо мы можем их отключить. Значит, дымы ставятся в 30% случаев. Опять же, да, и... То есть могут ставить они их, могут не ставить при включенной опции. Если мы ее отключим, соответственно, ставить они не будут. Значит, далее у нас тут есть пункты, отвечающие за... Вот здесь они у нас находятся. За то, на какой дистанции И будет вообще вас искать раненого, да, или там, соответственно, другого игрока, другого И. Вот, на какую дистанцию он будет оттаскивать и, соответственно, оказывать помощь. То есть, опять же, вот эта дистанция, она не фиксированная, да, то есть это, по сути, коэффициент. То есть все равно там плюс-минус дистанция будет меняться. То есть это тоже надо учитывать. Значит, итак. Вот он его тащит. Сейчас посмотрим до момента оказания помощи. Значит, в принципе, да, интеллект хоть как-то работает. И при оттаскивании в обычной ситуации, да, когда мы это делаем там не через консоль отладки, да, а когда все это происходит в реальной ситуации и ищет укрытие, оттаскивает раненого за укрытие, как правило. Вот. Если укрытия нет, все равно он его оттаскивает в сторону противоположную от стрелка. Вот. Но если стрелок дружественный, то есть в данном случае я, да, то есть я же стреляю сейчас союзников для наглядности, то раненого будут оттаскивать в сторону, опять же, стрелка. Да, ну понятно, да, чтобы при дружественном огне раненого потом не утащили к противнику. Значит, ну вот он оказывает ему помощь, и в итоге у нас юнит поднимется. Можно, в принципе, досмотреть это до конца, как это выглядит. Значит, соответственно, И может также оказывать помощь себе. То есть, если он ранен, но находится на ногах, у него идет кровопотеря, и у него есть перевязочный пакет, он может оказать себе помощь самостоятельно. Вот, значит, далее. Если у нас есть медик ИИ, то есть у которого есть аптечка и прочее, он может подходить уже к раненым, которые находятся на ногах, у которых кровотечение остановлено, и восстанавливать им здоровье. То есть делают они все это автоматически. Давайте даже поставим одного медика для наглядности и покажем, как это работает. Значит, вот у нас медик есть. И вот сейчас мы посмотрим, как все это будет выглядеть. Значит, также давайте мы сейчас вернем параметры на единицу, чтобы мы тоже могли оказывать помощь для ИИ. Значит, и раним одного и сразу окажем ему помощь. Да, то есть у нас пошло лечение. Сейчас мы ускорим время, да, чтобы это у нас прошло быстрее. И еще один момент в плане скорости лечения. Чем больше игроков лечит одного раненого, тем быстрее будет идти скорость лечения. То есть, чем вас больше, тем, соответственно, лучше и быстрее все это проходит. Значит, итак, вот мы раненого сейчас подняли на ноги. Вот, но здоровье у него все еще не полное. То есть мы можем увидеть у него кровь на лице и прочее. То есть кровотечение у него остановлено, здоровье у него еще не полное. Значит, сейчас у нас медик пойдет к раненому
и восстановит ему здоровье. Ну, так как это и в армии, да, иногда это выглядит вот так. Вот. Но в любом случае они встретятся и окажут друг другу помощь. То есть сейчас он восстановил ему здоровье полностью. Точно так же это работает и для игрока, да, то есть точно так же, если мы сейчас, допустим, раним игрока, вот до момента, пока у нас есть перевязочный пакет, да, и мы можем себе остановить кровотечение, медик нам не пойдет. Но, извиняюсь, но когда мы окажем себе помощь, да, у нас становится кровотечение, но мы все еще ранены, то есть здоровье у нас не полное, сейчас медик должен будет к нам подойти, ну, через какое-то время. Опять же, да, у меня стоят задержки на реакцию, чтобы это было более жизненно, потому что пока реальный человек сориентируется, что вы ранены, пока он вас найдет, пройдет время. Соответственно, и у нас имитирует реальное поведение, поэтому выглядит оно так, да, с небольшими задержками все сделано. То есть все, медик нам полностью восстановил здоровье, сейчас мы здоровы. Значит, это что касаемо ИИ. То есть ИИ у нас разумный, командовать ему не нужно, он все делает на автопилоте, да, то есть лечит, оттаскивает и прочее. То есть никак в этот процесс вмешиваться не нужно. Значит, теперь, в принципе, по функционалу, по тому, как это работает, я все рассказал. Значит, больше у нас в этом аспекте ничего нет. Значит, перейдем к настройкам подробнее и к тому, как вообще все это использовать. Значит, первый, да, и самый, наверное, важный момент, что мой мод не работает с другими медицинскими модами. Да, потому что моды, которые делают одно и то же, в данном случае там ранения, медицина и так далее, не могут друг с другом нормально взаимодействовать априори, да, то есть это надо учитывать. Соответственно, вопрос, который мне задают там, я не знаю, сотни людей, работает ли это с эйсом. С эйсом это не работает. Значит, у нас, опять же, в мастерской выложена отдельная версия эйса, где вырезана медицина и еще некоторые моменты. Вот с ней оно работает, да, то есть, соответственно, если у вас есть какие-то моды, зависимые от эйса, они будут функционировать нормально, но сама эйсовская медицина не работает вообще ни в каком виде, никак, да, с моим модом. И никакой совместимости в дальнейшем не планируется, вот. Значит, но у нас есть, опять же, в армии стандартная медицина, расширенная, которая используется в мультиплеере. Вот если в миссии она есть, то мой мод ее автоматически заменяет, то есть с этим проблем не будет. Значит, также встречаются миссии, где у нас есть какая-то своя медицина там вшитая, да, простенькая. Вот, ну, где-то и не простенькая, сложная. И вот вы принципиально хотите, да, с моим модом играть в такие задачи там и прочее. Значит, в этом случае мы заходим в опции и отключаем ранение для игрока. То есть вот у нас есть пункт включения ранений для игрока, вот мы это отключаем. Вот, и пользуемся. В некоторых случаях нам придется еще отключить вот этот пункт, который заменяет стандартные перевязочные пакеты, ну, любые средства медицинские на средства из пира. Да, потому что в некоторых, опять же, миссиях шитая медицина требует стандартных пакетов медицинских. Вот чтобы у нас они не заменялись автоматически, мы просто отключаем эту галочку, и, соответственно, для игрока будут действовать ранения те, которые прописаны в миссии, а на ИИ у нас будет действовать пир. То есть только в таком варианте это можно будет использовать. Значит, еще, что у нас есть в настройках? Значит, у нас есть следующие моменты, да, ну понятно, мы можем все там отключать, включать по сторонам, там для ИИ, для игрока и прочее. Значит, есть пункт возможность мгновенной смерти для ИИ и для игрока. Значит, если мы убираем эту галочку, игрок там или ИИ у нас становится бессмертным и может умереть только от кровопотери. То есть он будет получать ранения, но умрет он только тогда, когда он полежит, покорчится, у него вытечет вся кровь. То есть только в этом случае. Значит, но если вы используете эту опцию, опять же, я рекомендую выключить следующую опцию. Значит, так, сейчас мы ее опять же найдем. Вот, и добивает раненых. То есть, если мы ее отключим, и в раненых стрелять не будет. Для чего это нужно? То есть, так как у вас бессмертие, и стрелять в вас раненого бесполезно, да, чтобы ИИ у нас просто не высаживал весь БК
в раненых игроков там или в раненых ИИ, мы эту опцию отключаем. Итак, сейчас я наглядно покажу, как работает отсутствие мгновенной смерти. Значит, мы берем, стреляем в юнита, он у нас не умрет. То есть сколько бы мы в него не всадили. То есть он у нас все равно будет просто ранен. Вот, и умереть у нас может только от кровопотери. Если он будет стрелять, да, мы видим, что он не умирает. То есть, опять же, это можно использовать в каких-нибудь кооперативных играх. Ну и в подобных моментах. Так, ладно, давайте обратно вернем, как оно у нас было. Значит, и опять же, да, обращаю внимание, что некоторые опции требуют перезапуска. Соответственно, в ЦБА это все удобно сделано. Если у нас отображается, да, значок, что миссия требует рестарта, значит, так оно и есть. Потому что я, опять же, обращал на это внимание. Все это сделано так, как и должно быть. То есть все опции работают корректно. То есть если требуется перезапуск, оно вам напишет, требуется перезапуск. Так. Значит, ну, в остальных опциях, я думаю, вы разберетесь сами. Это все вкусовщина, кому там что больше нравится. То есть, кому нравится с иконками, без иконок, там, ну и прочие моменты. То есть, все это в моде настраивается, все это можно включить, отключить и прочее. Также у нас есть, да, еще одна опция, которая отображает иконки ранений только для медика. То есть, если у вас есть большая аптечка, только для вас будет отрисовываться, да, но опять же, там, для усложнения геймплея, если кому-то вообще иконки нужны, чтобы у нас медик работал эффективней, есть вот эта опция. Значит, что еще? Вот эта опция коэффициент брони, соответственно, на что она влияет? Если на вас одет бронежилет, там плитник и так далее, шлем. Вот эта опция учитывает степень бронирования элементов защиты и в зависимости от них уже дает влияние на ранение. То есть, соответственно, если у вас бронежилет, да, и коэффициент там высокий, ну, либо он вообще хоть какой-то есть, то, соответственно, вероятность того, что вы потеряете сознание, она будет ниже, чем, допустим, с пониженным коэффициентом. Ну, опять же, настраивается именно так, как кому больше нравится играть. Вот. Плюс все это разделено, да, у нас для И, для игрока, кроме коэффициента, опять же, брони. Вот, он общий для всех. Значит, ладно, с опциями закончили. Я думаю, тут каких-то проблем там возникнуть не должно. Все подробно объяснил, ну а где не объяснено, там, я думаю, вы все разберете, поймете по пояснениям. Значит, единственное, вот этот момент люди тоже часто путаются по количеству игроков для лечения необходимых. Значит, вот этот пункт, допустимое количество игроков, он нам обозначает, значит, то количество, которое максимально может участвовать в лечении. То есть в данном случае 6, это вот максимум, да, больше мы не можем выставить. В принципе, все опции сделаны на дурака и достаточно умно. Даже если вы в минимальном количестве игроков выставите, например, 4 игрока, в максимальном у вас останется 1, и вы тупанете, и тут еще поставить, например, 2. То есть все вот эти значения меньше минимального. Все равно игра это учтет и все выровняет по минимальному. То есть вот таким образом. Значит, итак, ну понятно, минимальное количество игроков для лечения это максимальное. То есть, соответственно, вот мы выставляем у нас 1-4. Да, 1-4. Значит, случайным образом будет выпадать количество от 1 до 4 игроков. То есть, кому-то потребуется 2 для лечения, кому-то там 1, кому-то 3. Ну и в зависимости, опять же, от степени ранения, то есть оно на это будет влиять. Следующий момент. Вот эта галочка, фиксированное количество игроков для лечения. То есть, если мы ее убираем, то максимально допустимое будет уже у нас уходить по тому параметру, которое нужно сейчас для лечения. То есть, например, нам выпало, что у нас там нужно 3 человека для лечения. И, соответственно, больше 3 лечить его не смогут. Вот за это у нас отвечает вот эта галочка. Если она не стоит. Если она стоит, то, соответственно, параметр берется по максимальному, то есть в данном случае по 6. Значит, это все, что касаемо ранений. Значит, следующий момент. В моде у нас есть еще некоторый дополнительный функционал, как дополнительные анимации. Например, анимации движения. У нас есть инерция при беге, то есть если мы будем резко поворачивать, у нас включится инерция.
То же самое у нас есть инерция при остановке, например, в приседе. Ну и всякие такие некоторые мелкие моменты. Значит, у нас в мастерской, опять же, есть еще мод расширяющей анимации, который уже добавляет вот эту анимацию бега, да, которая сейчас была спринта. Она работает при опущенном оружии. Если у нас оружие будет скинуто, то спринт будет, точнее говоря, вскинуто, то спринт будет стандартный. Да, то есть таким образом у нас появляется больше разнообразия в игре. Также она добавляет при тактическом беге с опущенным оружием, да, вот эту анимацию. Соответственно, если у нас оружие будет поднято, то бег у нас будет выглядеть стандартно. Ну или, соответственно, при нетактическом беге, при опущенном оружии тоже все будет выглядеть стандартно. Значит, также у нас добавлены вот эти анимации в состоянии покоя, да, которые сейчас проигрываются у юнитов. Вот, кому, опять же, это не нравится, в мастерской есть мод, который анимации для игрока эти убирает. То есть игрок у нас будет стоять спокойно, опять же, кому это доставляет дискомфорт. Значит, следующий момент, который добавляет наш мод, это возможность ложиться с гранатометом. Значит, как это выглядит? То есть вы взяли гранатомет, вы с ним можете лечь. Вы с ним можете ползать. Да, вы можете стрелять лежа. Также вы можете спокойно подняться. Потом вы можете там из приседи лечь. То есть, ну, в общем, работает точно так же, как с любым другим оружием. Но, значит, чтобы уйти в положение лежа, мы должны нажать спринт назад. Да, как правило, спринт у всех на Shift и назад у всех на S. То есть мы нажимаем Shift назад и мы ложимся. Потому что если мы просто нажмем вниз, то у нас юнит переключится, соответственно, на безоружное состояние и ляжет. Вот. Сделано это для того, потому что в арме залочено вот это нижнее положение. Я не знаю, зачем они это сделали, но, в общем, обойти его рационально, да, получилось только так. То есть, чтобы это было нормально и управляемо. То есть, вот только в таком режиме. То есть, shift назад у нас юнит, соответственно, ложится и может использовать гранатомет лежа. Значит, также у нас есть, опять же, там анимашки специально для Второй мировой сделаны, да, то есть там, где у нас оружие без задних рукояток. То есть там они, как правило, все будут бегать на вот этой анимации из второй армы. То есть... Ну и опять же, там анимация бега обычно тоже чуть-чуть изменится, еще некоторые анимации. То есть кому это нужно, опять же, можно залезть в нашу мастерскую и там все это дело посмотреть. Значит, ну в остальном, думаю, что видео было полезно для того, кто до сих пор не разобрался в том, как мод работает, или может быть, кто только что его увидел. В принципе, все возможности мода здесь у нас были сейчас отображены. Конечно, мог что-то забыть, но вроде как обрисовал все моменты, которые у нас в моде возможны. За исключением, наверное, еще некоторых моментов, да, это работа мода в транспорте и в воде. Соответственно, ну, в транспорте лечиться мы не сможем, в воде мы также лечиться не сможем. И, соответственно, если нас ранили, да, и мы находимся в транспорте, если мы оттуда не вылезем и не вылечимся, мы там просто умрем от кровопотери. Ну, опять же, могу это показать наглядно. Значит, ну давайте возьмем там какую-нибудь машину. Без разницы, в принципе, какая. И опять же, обратно вернемся на стрелка. Итак. Вот видите, да, значит, стандартный пакет заменился на 2 пакета из пира, потому что в опциях так выставлено. Значит, итак, мы раним нашего игрока. И сейчас мы, допустим, садимся в машину. Возможность лечения у нас, как мы видим, пропадает. И, соответственно, если мы будем находиться в машине, и у нас пойдет сильное кровотечение, мы просто умрем в итоге. Значит, опять же, если наше здоровье опустится сильно, да, и мы при этом выйдем из машины, мы просто потеряем сознание. То есть сейчас нам, чтобы до этого дошло, нужно чуть подождать. Давайте ускорим время. Вот мы видим, у нас уже все очень сильно сужается зрение. Давайте попробуем выйти, посмотрим. То есть мы вышли, у нас вот появилось лечение. Ну, мы, в принципе, еще находимся пока что на ногах. А вот мы потеряли сознание.
То есть так вот это работает в транспорте, и точно так же это работает в воде, да, то есть в состоянии, когда мы плаваем, лечиться мы не сможем, так же, как и в транспорте. Вот. Значит, сейчас мы самоубьемся. И стартанем по новой. Значит, еще моменты в моде. Да, в моде есть свой конфиг на Ragdoll, соответственно, Ragdoll в моде свой. Сторонние рагдолы с ним работать не будут. Да. То есть, если посмотреть, то юниты у нас будут падать по-своему, то есть не так, как обычно. Немного у нас это все дело отличается. Чуть-чуть более реалистично. Ну, насколько, опять же, это возможно с армовской физикой. Значит, вот, в принципе, и все, что хотелось сказать о моде. Если есть какие-то вопросы, их можно задать либо на странице в Steam, на странице мода, либо, соответственно, в комментариях под этим видео. Но, опять же, как я уже говорил, надеюсь, что я все достаточно подробно объяснил по механикам работы в моде, и каких-то дополнительных вопросов возникать не должно. Все, всем спасибо за внимание.